Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на нашем канале. Если вы ищете идеальное блюдо для легкого ужина или полезного перекуса, то вы его нашли. Сегодня мы запекаем сочные баклажаны так, что они станут супер хрустящими снаружи и нежными внутри, при этом сохраняя всю свою пользу. Никакого лишнего жира, только натуральные ингредиенты и чистая польза для здоровья. Присоединяйтесь! Это очень просто и невероятно вкусно. Для приготовления я буду использовать 2 крупных баклажана, пряности и специи, соль, 50 грамм полутвердого сыра, кукурузный крахмал и немного, совсем капельку растительного масла. Еще кое-что для домашнего соуса, но об этом попозже. Как всегда, все пропорции и ингредиенты вы найдете под видео и в закрепленном комментарии. Отделяем баклажаны от плодоножки. Режем их на половинки. Каждую половинку на половинки и еще на 2 части. С каждой половинки получается 4 дольки. Также напополам 2 и также второй баклажан. Рецепт настолько простой, что сегодня нам даже не понадобится посуда. Дальше берем чистый сухой пакет и перекладываем туда баклажаны. Лишняя влага внутри баклажана не дает ему запекаться до хруста. Он начинает тушиться. Поэтому будем использовать вот такой лайфхак. Нарезав баклажаны на дольки, мы щедро пересыпем их солью. Добавляем 2 столовых ложки соли прямо в пакет. Соли не жалеем. И хорошенько распределяем по баклажанчикам. Пересыпаем баклажаны солью и оставляем на 20-30 минут, чтобы они дали влагу. Через 20-30 минут баклажаны выделили лишний сок, влагу, мы хорошо промываем их под водой очень хорошо и высушиваем очень тщательно бумажным полотенцем. Чем суше будет каждая долька, тем больше будет хруст баклажана в духовке. Очень тщательно, чтобы каждая долька была настолько сухая, чтобы вот полотенце было практически сухим. Теперь снова достаем сухой новый пакет, чистый, складываем туда высушенные дольки баклажанов. На это количество, на 2 крупных баклажана, я добавлю всего 1 столовую ложку растительного масла. Масло сюда подойдет и подсолнечное, и кукурузное, и горчичное, и оливковое, какое вы любите. Достаточно 1 ложки. Вы помните, сколько баклажанов впитывают на сковородке? Просто в 10 раз больше. И распределяем равномерно. Очень тщательно. Сейчас, когда каждая долька баклажана покрыта тончайшим слоем масла, но масло, смотрите, с них не стекает, прям буквально чуть-чуть обволоклось и все. Сделаем вкусный маринад. Для этого специи, по пол чайной ложки молотый кориандр, черный перчик, молотый сухой чеснок, сладкая паприка, можно копченая, и прованские травы, их можно заменить хмели-сунели. Добавляем в пакет. Добавляем крахмал. Это главный трюк для создания тонкой хрустящей корочки без тонны масла. Крахмал связывает остатки влаги на поверхности при запекании, превращается в чистый хруст. Обсушенные дольки посыпаем кукурузным крахмалом. Он особенно хрустящую корочку создаст. 1,5 ложки на 2 баклажана будет достаточно. И добавляем 50 грамм полутвердого сыра. Любого, какой вы любите. Сыр создаст особый сливочный аромат, и корочка будет особенно хрустящая. Сыр очень подходит сюда к баклажанам. И еще раз тщательно все перемешиваем. Получились вот в таком кляре баклажаны.
каждый равномерно в специях, в крахмале и сыре. Очень красиво. Выкладываем их, баклажаны, на поднос, заранее застеленный пергаментом. И будем выпекать их. Духовку я поставила разогреваться при температуре 200 градусов, даже можно 210. Потому что баклажанам нужен тепловой удар, чтобы они получились хрустящие снаружи, чтобы корочка успела схватиться, не тушиться, а схватиться. И внутри они будут сочными, нежными. Баклажаны на поднос нужно выкладывать на расстоянии друг от друга, чтобы они как бы не парили друг на друга, не были как тушеные, а чтобы они равномерно обжаривались с двух сторон, с трех, и получались хрустящими. Запекаем баклажаны в разогретой духовке 20-25 минут. Пока баклажаны запекаются, мы приготовим к ним вкусный домашний соус. Для этого в небольшой глубокой пиале добавим 3 ложки столовых сметаны. Можно взять любой жирности ее. Можно взять сюда йогурт домашний. Добавим немножечко соли по вкусу. Добавим 2 зубчика натертого чеснока, любую свежую зелень и на кончике чайной ложки горчицы. Это по желанию. Но горчица очень сочетается, как говорит моя мама, с баклажанами. Перемешиваем все ингредиенты и получаем вкусный, легкий домашний соус баклажанов. Баклажаны готовы. Выкладываем их на блюдо для подачи. Посыпаем свежей зеленью. Такие баклажаны можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Выглядят они очень аппетитно, подрумяненные. Сыр создал хрустящую корочку. Внутри они нежные и мягкие. Давайте попробуем. Особенно вкусно они будут с домашним соусом. Хрустящие снаружи, очень тонкая корочка, но такая ароматная, с пряностями, с сыром. А внутри такие нежные, как мусс, прям тают во рту. Спасибо за просмотр, спасибо, что вы с нами. Смотрите наши следующие видео и до новых встреч. Пока-пока.